Как доказать, что ваши права были нарушены в интернете? Кто-то незаконно использует ваши фото или статьи на своем сайте. Вас оскорбили, оклеветали или угрожают в социальных сетях. Если кто-то нарушил ваши права в интернете, и вы собираетесь через суд потребовать наказать нарушителя, возместить ущерб, доказательства могут исчезнуть в любой момент. Как сохранить свидетельство того, что ваши права были нарушены? Наверное, каждый из нас видел, как в фильмах преступники скрывают следы своих злодеяний, стирают отпечатки пальцев, уничтожают пленки, сжигают фотографии, которые могут стать доказательством их вины. В реальной жизни уничтожить доказательства можно буквально в считанные секунды. Особенно если речь идет об украденных авторских правах, или же клевете и оскорблениях в интернете. Один клик мышки, удаляя файлы с сайта, и все, доказать в суде, что обидчик писал про вас конкретно такие слова, уже нельзя. Или, например, фотограф видит, что его фото использовано на каком-то ресурсе, а согласие на использование снимка он не давал. Или же статья, которая была размещена на интернет-сайте без согласия автора. С газетой на бумаге все просто: купил номер, вот тебе и доказательства. Конечно, можно сделать скриншот страницы сайта, только толку в этом не будет. Обидчик может удалить информацию с сайта и обвинить вас же в том, что вы поделали скриншот с помощью графического редактора. Да и судом простая распечатка интернет-страницы не будет признана допустимым доказательством по делу. На самом деле обеспечить доказательства нарушения ваших прав в интернет достаточно просто. Необходимо предоставить суду протокол осмотра страницы сайта, составленный нотариусом. Зачастую такие доказательства являются единственной возможностью привлечь к ответственности лицо, совершившее правонарушение на просторах интернета. Согласно аналитическим данным по доменным спорам, в российской судебной практике почти в 50% случаев использовался протокол осмотра сайта, выданный нотариусом. А часто дело даже не доходит до суда, часто нарушитель, видя, что потерпевший заранее подготовился, предпочитает не доводить дело до суда. И сразу урегулирует возникшие разногласия, возмещая вред потерпевшему. Наиболее распространенным нарушением в сети интернет является незаконное использование, проще воровство, авторских и смежных прав. Злоумышленники незаконно используют информацию, размещенную на частных сайтах, воруют дизайнерские решения со страниц граждан и юридических лиц. Также встречаются правонарушения, связанные с распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, касающиеся размещения недобросовестной рекламы, изменения условий участия в конкурсе, стоимости производимых работ, споры, связанные с подменой публичной оферты, разглашением охраняемой законом информации, персональных данных, врачебной или коммерческой тайны и другие. Иногда обеспечение доказательств помогает не только в защите авторских прав. Например, Оксане Ф. из Москвы составленный протокол осмотра интернет-страницы помог доказать в суде, что бывший супруг угрожал ей и ребенку расправой. Женщина вовремя сориентировалась и, получив страшное послание в социальной сети, сразу же отправилась к нотариусу. Впоследствии бывший супруг удалил переписку, но от справедливого наказания уйти ему не удалось. Доказательства, обеспеченные нотариусом, стали решающими в судебном разбирательстве. Поскольку большое значение имеет оперативность обеспечения доказательств, нотариус оформляет нотариальные действия в самые сжатые сроки, при этом он разгружает суды от подобной процедуры. Как следствие, сокращаются сроки рассмотрения дела и судебные издержки. Результатом осмотра нотариусом информации из дисплея его компьютера будет являться протокол, где подробно будут отражены все его действия, на какую страницу зашел, что на ней находилось, по какой ссылке прошел далее, что при этом увидел и т.д. К описанию осмотренных интернет-страниц подшиваются распечатанные снимки, скриншоты, страницы с компьютера нотариуса. А в некоторых случаях еще и видео, аудиозаписи, сохраняемые на информационных носителях, например, компакт-дисках. Протокол осмотра сайта не имеет срока давности, поскольку отражает информацию на дату его составления, поэтому и хранить его можно сколько угодно. Документ должен содержать в себе перечень действий, совершенных нотариусом, описание осмотренных страниц, состав доказательств, место и дату проведения нотариального заверения сайта, данные о заинтересованных лицах, данные о нотариусе. Важно отметить, что задача нотариуса состоит в подтверждении факта наличия определенной информации в определенный момент времени на конкретном интернет-ресурсе, в том числе в социальных сетях, и в составлении протокола по принципу «что вижу, то пишу». Вопросы соответствия действительности данной информации, ее трактовки и оценки относятся исключительно к компетенции суда. Хотя это нотариальное действие может помочь не только при нарушениях,
совершенных в виртуальном пространстве. Например, если вы увидели, что ваше фото или рисунок используется в оформлении, скажем, салона красоты, вы также можете обратиться к нотариусу, который зафиксирует факт нарушения. Очень часто к помощи нотариуса прибегают известные люди, лица которых используют для рекламы своих услуг и товаров нечестные предприниматели. Важно отметить, что составление протокола возможно не только до начала судебного разбирательства, но даже если спорное дело уже рассматривается в суде или административном органе.